Всем привет! Сегодня у нас будет очень интересная тема, но совершенно не связанная с Game Boy или LSDJ музыкой на портативных игровых приставках. Сегодня у нас будет консоль Dendy! Но прежде чем мы перейдем к видео, хочу сказать вам большое спасибо за вашу активность и поддержку, и поскольку у нас все так хорошо развивается, давайте, когда на канале будет 500 человек, то мы разыграем с вами вот этот замечательный Game Boy Pocket. На нем уже сделан Pro Sound мод, а также мод на аккумулятор, чтобы вы могли наслаждаться качественными играми и хорошим звуком практически бесконечно. А теперь устраивайтесь поудобней, данное видео будет непривычного формата, вести его буду не я, а мой хороший друг Михаил Nuclear Mushroom Boom, известный вам по релизам на лейбле Blip Love, а также своими многочисленными и интересными геймдев проектами. Также Михаил пишет музыку на заказ для ваших игр или видео. Обращайтесь. Ну а если такой формат покажется вам интересным, то дайте нам об этом знать. Погнали! Всем привет, меня зовут Михаил, и я пишу 8-бит музыку вот уже 10 лет. И сегодня вместо портативных консолей мы будем использовать такую приставку, как Famicom, или в простонародье Dendy. И для этого нам понадобится такая программа, как FamiTracker, которую мы можем бесплатно скачать с сайта разработчиков. Итак, поехали. Для того, чтобы скачать FamiTracker, нам нужно перейти на сайт разработчика. Пишем в гугле FamiTracker или пользуемся ссылкой в описании. Кликаем Download, качаем архив, распаковываем его и запускаем экзешник. Итак, открываем программу, и что мы здесь видим? Интерфейс немного пугающий, но на самом деле тут все довольно просто. Здесь у нас располагаются инструменты, слева паттерны, из которых состоят треки, и вертикальные полоски, куда мы будем прописывать ноты. Всего в FamiTracker 5 каналов по умолчанию, 2 квадратных звука, треугольный, белый шум и сэмплы. Вот. И сейчас попробуем прописать что-нибудь простенькое. Для того, чтобы создать инструмент, кликаем по полю с инструментами правой кнопкой мыши, добавляем двойной клик мыши, и здесь мы видим настройки инструментов. Для начала нам понадобится только громкость. Вот, увеличиваем размер громкости и рисуем волну. Например, вот такую. То есть сначала вот громкий звук, и потом он будет со временем уменьшаться. Примерно это звучит так. Инструмент готов, давайте попробуем прописать небольшую мелодию. Для того, чтобы ее наиграть, нам понадобится клавиатура. Также с помощью этой клавиатуры мы можем ее прописать. Давайте попробуем. Например, возьмем вот такую мелодию. Так, нажимаем на красный кружок для того, чтобы те ноты, которые мы сейчас играли, они записывались. И выберем шаг. Пусть он будет 2. Пишем мелодию. И у нас получается вот такая штука.
Давайте добавим к этому бас-бочку. Создаем новый инструмент и будем использовать для этого треугольную волну. Для создания бас-бочки нам понадобятся эффекты, которые мы будем прописывать вот в эту колоночку. Эффект под номером 2 отвечает за плавный переход с высоких нот на низкие. И напишем сюда 40. Введем ноту и получается вот такой звук. Скопируем это. И получим такой результат. Так, давайте пропишем бас. Для этого создадим новый инструмент и добавим его в этот же самый канал, где у нас использовался кик, на слабую долю. Так как у нас тут был добавлен эффект, нам нужно его отменить. Для этого просто добавляем двоечку с нулями. Копируем. Более подробно ознакомиться с инструментами вы можете в этом самом файле, который мы прикрепим по ссылке в описании. Теперь мы можем приступить к записи основного барабана и хэтов для ритм-секции. Создаем новый инструмент и пропишем громкость. Примерно вот так. Вот так звучит отлично. Давайте послушаем. Можно добавить немного громкости. Так гораздо лучше. Давайте прописывать хэты. Создаем инструмент и будем его прописывать в той же самой дорожке с белым шумом. Так, это нам подходит. Добавить немного громкость. Давайте попробуем разнообразить наш трек, добавив немного эхо к основной мелодии. Скопируем то, что у нас есть, и с небольшим отставанием вставим. И будем использовать вот эту вот колоночку для того, чтобы установить уровень громкости. Пусть он будет 4. Звучит гораздо объемнее. Итак, мы прописали один фрейм, и в окошке с паттернами можем добавлять новые. Так, куда можем скопировать то, что у нас имеется, и просто немножко изменить его.
Мы разобрали основы и, потратив немного больше времени, мы можем получить вот такой результат. Если вы считаете, что композиция готова, то можно перейти к сохранению в привычный для вас аудиоформат. Можем сохранить в WAV формат, либо в формат, который прочитает сама приставка. Это DES. Нажимаем «Экспорт», сохраняем. И теперь мы готовы запустить ее на реальной приставке. Для этого нам понадобится флеш-картридж. Я лично использую картридж от компании EverDrive, который вы можете заказать по ссылке в описании. Его преимущество в том, что там используется SD-карта, на которую легко можно перекинуть наш трек и любые другие игры для Dendy. Теперь закидываем наш трек, извлекаем карту памяти, вставляем в компьютер. Здесь у нас находятся системные файлы. Здесь я создал папку ROM, куда, собственно, все закидываю. Переносим наш файл. И готово. Теперь можно просто вставить картридж в приставку и послушать то, что у нас получилось. Сейчас мы рассмотрели более простой способ того, как вы можете воспроизвести свои треки на приставке, но лично я использую более сложный, где в отличие от черного экрана есть графика, все треки находятся в одном роме и их удобно переключать. И на этом все. Спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось и ролик для вас был полезным. Если у вас есть вопросы, ищите меня в соцсетях, я обязательно вам помогу. Слушайте хорошую музыку. Пока-пока.